Итак, всем привет! Наконец-то дошли руки до скальпирования процессора. И скальпировать я буду свой 3770K. Вот такой вот красивый, не скальпированный процессор. Также нам для скальпирования понадобится скальпатор, купленный на Алиэкспрессе. Ссылка на этот товар я оставлю в описании. Также я приобрел вот такую ерунду для удобства монтажа. Ссылку на нее я также оставлю в описании. Ну и конечно же жидкий металл, куда же без него. Также высокотемпературный герметик. Взял на 350 градусов. Какой был в магазине, такой и взял. Также нам понадобятся зубочистки, кредитка, обязательно Visa Electron, паста Гои, думаю шлифануть крышку изнутри. Ну и по мелочевке там тряпочки, салфетки и все такое. Цены на все компоненты, которые я покупал, я выведу сюда куда-то на экран. Итак, перед началом скальпирования запоминаем, как выглядит процессор, точнее теплораспределительная крышка до скальпирования, чтобы потом ее не приклеить наоборот. Дальше берем, ну если конечно есть такой инструмент, берем вот такой вот инструмент для монтажа теплораспределительной крышки. Покупал я его, как я уже говорил, на Алиэкспрессе. Цена и ссылка будет в описании. Кто будет покупать, тут есть маленький нюанс. Продается он с вот такой вот крышкой. Крышка подходит к Haswell и более старшим моделям. Для 3770K теплораспределительная крышка немного больше, и там нужна дополнительная рамка. Рамка продается отдельно. Ссылку на рамку я также оставлю в описании. Итак, берем процессор, ложим на подложку ключи процессора, ставим напротив ключей подложки, берем рамку, надеваем. Садится туго, но ничего, садится. Тут главное проверить, чтобы процессор нормально садился. И еще в чем плюс данного приспособления, это в принципе можно не запоминать, как у нас располагается, ну и вообще фотографировать процессор. Процессор мы ложим ключами вверх, на рамке тоже есть ключи. Таким образом надписи и ключи у нас как бы идут как положено. В принципе, по вот этой ерунде я рассказал. Приступаем к скальпированию. Берем скальпатор. Даже самым интересно, что получится. Никогда не скальпировал. В скальпаторе есть вырез, в который должны попадать SMD компоненты, чтобы мы не сбили. Если мы положим их наоборот, они будут затирать, и мы можем их сбить. Поэтому
ложим вдоль. Вот так вот. Ну или можно наоборот. В EV Bridge под крышкой нету никаких SMD компонентов, поэтому если мы чуть больше сдвинем, мы ничего не собьем, ну кроме кристалла. Ну чтобы сбить кристалл, там нужно очень хорошо постараться сдвигать. Вот так, подрезать лезвием я не буду, чтобы не попортить случайно дорожки и не порезаться, потому как оно тонкое. Греть я тоже не буду, потому как по рекомендациям, ну и по отзывам тех, кто скальпирует, при нагретой крышке герметик становится текучим, не так быстро отпадает. Ну, сейчас мы это проверим. Положили процессор в скальпатор. Толкатель как раз упирается в крышку, в теплораспределительную крышку. Предварительно вкручиваем винт. Так-то на так. Вроде все в порядке. Наверное, сюда лучше что-то подложить, чтобы в процессе скальпирования крышка не подскочила. Хотя не должна. В общем, так вот процессор выглядит в скальпаторе. Ну что ж, начинаем скальпировать. Туго, но идет. Тут главное не спешить и потихоньку давать давление. Только что услышал такой характерный щелчок, как будто отрывается герметик, ну или клей слабый. Так, крышка сдвинулась, но неравномерно. Видимо, это проблема либо скальпатора, либо с той стороны крышка держится лучше. Немного послаблю. Пробую еще немного подтянуть. Это все. Крышка сорвана. Винт идет легко. В принципе, практически как от руки.
Ага. Крышка немного сдвинулась, но не поддается. Пробую в другую сторону немного подать. Теперь крышка идет в другую сторону и возвращается. Значит, герметик. Вот. Стало еще легче. То, что оно идет неравномерно, скорее всего, проблема не скальпатора, а то, как крепко держит герметик. Вот крышка отошла. Вот так вот легко и без всяких нагреваний снялась крышка с процессора. Так, скальпатор нам уже не нужен. Дальше приступаем к очистке кристалла и крышки. Вот кому интересно, так вот выглядит процессор без теплораспределительной крышки. И вот так вот выглядит теплораспределительная крышка изнутри. Так, термоинтерфейс в принципе не очень-то и сухой, но он сухой. Снимается легко. Видимо, процессором до меня не очень активно пользовались, либо он просто сам по себе такой интеловский термоинтерфейс. Ну, дальше чистим крышку от герметика и процессор от герметика. Это займет какое-то время, поэтому, скорее всего, видео я немного порежу, чтобы сильно не затягивать, либо ускорю местами. Герметик прям как резина местами. Тесты перед скальпированием процессора я провел. Тесты будут на стоковой частоте, точнее стоковом бусте 3,9 ГГц, потом на 4,4 и в более серьезном разгоне на частоте 4,7. Выше 4,7 я не пошел, потому как уже там процессор греется до 90 и выше градусов, и выше я не стал его разгонять. Достаточно туго вдирается герметик, особенно если его выковыривать из всех вот этих уголков. В принципе, можно сильно не очищать, но будем делать как
положено. И вычистим полностью все. Ну, по крайней мере, постараюсь вычистить максимально. Видео я, скорее всего, поделю на две части. В одном скальпировании, а результаты тестов, потому как я там проводил тесты еще и в играх, чтобы сравнить, какие температуры у нас в играх. Тестировал я не во всех играх, в 3. Чтобы сильно не затягивать это видео, тесты будут во втором видосе. Ну что, крышка практически очищена. Остались только в уголках. В принципе, зубочисткой можно все очистить. На то она и зубочистка. Так, крышку очистили. Приступаем к процессору. Во время чистки чистим вдоль грани, чтобы случайно не зацепить и не сколоть процессор. В этом месте надо максимально аккуратно, потому как тут расстояние небольшое. Можно случайно сделать скол, который не сделали при скальпировании, при снятии крышки. Удобнее всего, конечно, снимать, когда процессор лежит на столу, а не на весу. На весу, кроме того, что неудобно, еще есть риск повредить сам кристалл. Твердых материалов не используем, чтобы не повредить микродорожки на текстолите. Дорожки микроскопические, если случайно повредите, вряд ли вы ее восстановите, и процессор можно отправлять в утиль. Особенно если повредится важная дорожка, а не заземление или питание. Хотя питание это тоже важное. Корявые руки. И еще при скальпировании подложку лучше делать мягкую. В случае, если вы уроните процессор или крышку, они будут падение будет смягчаться. Ну, можете так и не делать, это чисто мое наблюдение по ходу скальпирования. Так, это так долго. А если попробовать отмыть спиртом? Спирт настоящий этиловый. Не изопропиловый, а этиловый. Если его разбавить в правильных пропорциях, можно даже выпить. Но выпить лучше после скальпирования.
Ух ты. Не думал, что спирт так хорошо отмоет кристалл. Ну, что есть, то есть. Кристалл отмылся. В принципе, если долго тереть, я смотрю, и герметик можно оттереть. Ну, как видим, немного оттирает. Оттирает немного. В принципе, можно спиртом и не пользоваться. У нас же есть, если покупали Liquid Pro или Extreme, в комплекте у нас же идет мочалка для зачистки. 2 ватные палочки. В комплекте у нас идет салфетка, пропитанная изопропиловым спиртом, скорее всего. Но судя по надписи, 70% изопропиловым спиртом. То есть, в принципе, мы можем использовать чистый этиловый или изопропиловый спирт, если есть, не открывая данную салфетку. Также в комплекте идет вот такая мочалка или губка для зачистки. Я попробовал краек почистить, но я бы сильно не увлекался, потому как на камеру, наверное, не видно, но там, где я ею немного прошелся, видны микро царапины на текстолите. Это кардинально ничего не изменит, я так думаю, но все же они есть, будто кто-то тер. Ну, так кажется. А ну-ка. Попробуем увеличить. Вот так вот. Возможно, будет видно. Вот, видно. Ну, мне так кажется. Мне точно видно. Не знаю, как вам. Но мне видно микро царапины от вот этой вот губки. Так что губку я бы не использовал. Следов от палочки, от зубочистки остается меньше. Продолжаем чистить зубочисткой. В некоторых местах довольно-таки долго очищать герметик.
бы еще попробовать карточкой еще пройтись. Пройдусь еще карточкой. Судя по всему, большая проблема не в том, чтобы снять крышку, а в том, чтобы все почистить. Но я думаю, я сильно начисто вычищать не буду, поскольку нет смысла тратить много времени. Все равно этот герметик закроется новым, тем, что я нанесу. И вот этих мелких недоснятых кусочков герметика видно не будет. Ну, как бы все идеально чистить я не вижу смысла. Нужно пройти края кристалла от центра до края. От центра до края. Так, текстолит и кристалл можно считать очищенными, и они у нас отправляются сразу в эту форму. Можно еще чуток пройтись. Ключи напротив меток на подложке. Так, дальше, наверное, дочистим крышку. Крышку, в принципе, можно чистить смелей. Тут мы ничего не сломаем и не повредим. Поверхность вроде бы вычистили, спиртом я протер. Но, как мы видим, остается пятно посередине от термопластичного интерфейса. Его бы желательно тоже убрать, чтобы жидкий металл не прореагировал с этими частицами. Для этого нам нужна паста Гои и хлопчатобумажная тряпочка. Берем пасту и наносим. Лучше, конечно, наносить на твердой поверхности. Быстрее будет наноситься. Паста Гои вот так вот
Выглядит зеленоватого цвета. По запаху чем-то напоминает пластилин. Так. Вот так вот тряпочка окрашивается в характерный зеленоватый цвет. Дальше берем на палец и круговыми движениями. Вот, видно, снялось. Дальше перебираем немного дальше и продолжаем шлифовать. Можно, конечно, взять какой-то инструмент и с помощью него. У меня инструмента нет. Я использую простейшие подручные средства, то есть тряпочка и пальцы. По краям термопаста въелась, даже не очищается так быстро. Итак, потратив минут 10 на шлифовку, получилась вот такая вот зеркальная поверхность теплораспределительной крышки. Вот даже палец как в зеркале отражается. Теперь приступаем к обезжириванию поверхностей. Сначала я, наверное, пройдусь спиртом, потом берем чистый ватный диск и проходимся по кристаллу и по крышке. Можно также по всей поверхности пройтись. Так, поверхности очищены. Берем нашу салфетку. И еще раз пройдемся ею.
Салфетка так хорошо в спирте вымочена. Так, ждем, пока высохнет. Так, спирт высох. Наносим каплю жидкого металла. Наверное, будет достаточно. Берем палочку и размешиваем. Пускай постоит. Теперь повторяем процедуру с крышкой. Это даже много. Думаю, так будет достаточно. Как мы помним, крышка ложится вот так вот. Значит, мы наносим вдоль. Примерно в том месте, где будет располагаться кристалл. Наносим немного с запасом, так как тут нету никаких контактов вокруг кристалла, это нам никак не помешает.
герметик. Герметик черный я брал под цвет того, что есть. Зубочистку и наносим. В принципе, можно на весь не наносить, а только по углам. Я же нанесу на весь, по всему периметру. Большой зазор. Как и положено, оставляю. Так, с герметиком закончили. Берем крышку, накрываем. И фиксируем. Так. Главное не перепутать стороны, потому как они немного отличаются. Прижали процессор к пластине, берем теплораспределительную крышку и по форме ложим. Ага. Не так-то просто. Нужно равномерно ложить. Вот и проблема с тем, что крышка немного туговата. Придется сначала положить теплораспределительную крышку. Вот так вот. Потом накрывать
зажим. Так, крышка прижата. И, судя по всему, со всех сторон равномерно. Это все хорошо. Я бы сделал немного не так. Так, крышку мы выровняли. Стала она по форме. Для проверки я, наверное, попробую аккуратно снять трафаретку эту. Проверить, равномерно ли прижалась теплораспределительная крышка. Так. Теплораспределительная крышка стоит вроде ровно. Так, смотрим, что у нас получилось. Процессор прижат равномерно. Единственное, можно взять палочку и немного почистить герметик. Там, где его слишком много выдавилось. Чтобы было аккуратно и красиво.
Ну все, в такой форме оставляю процессор на определенное время, пока герметик застынет. И дальше перейду к тестированию процессора после скальпирования, точнее с нанесенным жидким металлом между кристаллом и теплораспределительной крышкой. Итак, прошло чуть больше 12 часов после скальпирования моего 3770K. Вот он в этом устройстве зажат. Попробую разобрать, посмотреть, как там у него дела. По идее, герметик должен сохнуть 24 часа, но это полное высыхание. Но для того, чтобы он держался, должно хватить и 12 часов. Вот так вот внешне выглядит скальпированный 3770K. Если не присматриваться, то можно и не понять, он скальпированный или нет. Ну что, наступило время проверить, как прошло скальпирование и работает ли он вообще. Итак, процессор в сокете, охлаждение установлено, система готова к запуску. И стартуем. И ничего не происходит. На самом интересном месте я заканчиваю видео по скальпированию процессора, а результат, удачен ли скальп или нет, вы узнаете в следующем видео. В комментариях можете пофантазировать на то, удачен ли скальп или нет. Всем спасибо за внимание, лайки, подписки, а также для всех желающих есть возможность задонатить или сделать пожертвование на развитие канала. Всем буду благодарен, до скорых встреч и ждите результатов в следующем видео.